Самое первое, что нам нужно сделать, это купить фасоль, выбрать. Мы выбираем белую фасоль на нашем рынке. Из фасоли, да, которую можно сделать фасолевую пасту, это фасоль белая. Так, все, мы выбрали фасоль. Теперь ее нужно замочить. Посмотрите, замачивается фасоль примерно, это просто небольшое количество, да? Фасоль замачивается на 5-10 часов, обычно это идеально на ночь. После замачивания она увеличивается в размере. Вот фасолинки, которые замочились уже, которые уже разбухли, и вот фасолинки, которые сухие. Посмотрите, они чуть ли не в 2 раза увеличились в размере. Фасолинки, которые уже прошли процедуру замачивания, с них даже кожурка слазит. В процессе приготовления мы кожурку снимать не будем с каждой фасолинки, потому что это очень большое количество фасолинки, огромное количество времени. Мы справимся без снимания кожурки, сделаем все быстрее. Так, первый этап – это замачивание. Это кастрюля на 4-5 литров. Здесь у меня получается 900 грамм фасоли. Больше я не буду сюда уже насыпать, потому что кастрюля большего количества не выдержит. Дело в том, что фасоль при замачивании увеличится вдвое. Она будет уже где-то до половины, до середины кастрюли. Затем нам нужно налить максимальное количество воды. Вода будет вымывать фасоль и уберет сильный вот этот аромат фасоли, к которому мы, в принципе, не очень привычны. То есть это нам нужно сделать приятный аромат фасоли, но не сильный. Все, я высыпала где-то 900 грамм, у меня 2 упаковки по 450 грамм. Если у вас кастрюля больше, вы можете делать и 1,5 килограмма фасоли. Чем больше вы сделаете, да, естественно, тем больше вы сможете заготовить, тем дольше вы сможете пользоваться своими заготовками, тем больше времени вы сэкономите. Заливаем водой. У нас получается 1 часть фасоли, 2 части воды. Фасоль набухнет, мы воду поменяем, зальем новую и поставим варить. Я оставляю эту фасоль на ночь. Ну или примерно, если это день, 5-10 часов. Фасоль увеличилась в 2 раза после замачивания. Сейчас нужно налить воды так, чтобы было почти полное. То есть вот такая вот. Мы будем варить фасоль 2-3 часа, в зависимости от того, на каком интенсивном режиме, да, или газу будет вариться фасоль. Фасоль тоже бывает разная, надо, чтобы она размягчилась. Это от 2 именно до 3 часов. Во время варки мы можем 1 или 2 раза обязательно, можно даже 3, это уже по вашему желанию, поменять воду. Что нам даст замен воды? Замен воды нам даст более чистый аромат и свежий. У фасоли достаточно яркий аромат, вы это почувствуете, когда фасоль будет вариться. Все домашние будут: ой, что ты там варишь. Некоторым фасоль нравится аромат, да, некоторым не нравится, но я вас уверяю, в принципе, это естественный аромат, большинству он нравится. Когда вы будете менять воду, аромат станет и запах менее интенсивным. И когда вы сделаете фасоль, уже фасолевая паста будет с приятным свежим ароматом. Сейчас мы ставим нашу фасоль на огонь и поменяем воду после первого закипания. Вот фасоль закипит, покипит, вода станет такой желтой, вы увидите. И тогда нужно слить воду и залить кипяток, чтобы не терять времени на варке. Да? Мы заливаем горячую воду. Снова проварили, видите, что вода желтая, можно снова поменять. И так 1-3 раза, как уж вам понадобится. Вот мы поставили варить фасоль, она у нас закипела, поварилась минут 20. Мы сняли пенку, до этого уже снимали, да, пенку, достаточно много пенки было. У нас вода стала желтая, яркий аромат фасоли. И посмотрите, фасоль плотная, у нее уже поджимается корочка. Интересно. Такой вот фокус. Но фасолинки чувствуются тверденькие. Они ложкой, когда размешиваете, они шуршат.
Вот сейчас мы эту воду сливаем, заливаем сюда кипяток, чтобы не тратить время, да, снова на разогревание воды, и снова ставим варить. Вот наша фасоль сварилась, часть жидкости у меня выпарилась, да, уже во время варки. Смотрите, мы воду поменяли с вами, 1 или 2 раза поменяли, и она все равно вот приобретает такой желтоватый оттенок. В общем, если вы поменяете 2 раза воду, тем белее у вас будет фасоль, тем меньше аромата будет. Если 3 раза умудритесь поменять, это еще лучше. Каждый раз не забывайте наливать кипяченую воду, уже горячую, вскипевшуюся. Так, вот посмотрите, фасоль, она мягкая, некоторые фасолинки разварились. И сейчас смотрите, как интересно будет. Кожурка настолько тонкая, что от холодного воздуха она сама будет слезать. Интересный, да, эффект? Смотрите, как она сама счистилась. Она стала тоненькая, мягкая. Естественно, мы от нее избавимся, но красиво получается. Как живая. Так, вот она наша фасоль. Сейчас часть воды мы сольем, часть оставим для того, чтобы у нас фасоль была более пластичная. Дело в том, что вот в этой водичке, видите, она сама по себе такая немного упругая вода, как будто кисель. Вот, она поможет нашей пасте быть более мягкой. Поэтому мы только часть воды сольем, часть оставим. Ну вот у нас часть фасоли покрыта жидкостью. Мы не снимаем кожурку с каждой фасолинки. То есть видите, здесь фасоль в кожуре. И мы начинаем блендировать, измельчать. Мы измельчаем тщательно до степени однородности. Нам нужно, чтобы каждая фасолинка измельчилась, чтобы тут не плавало в нашем сейчас таком крем-супе, который у нас получился, чтобы здесь не было целых фасолинок. Вот, посмотрите. Видите, она такая рябая, да? Вот она, текстура неоднородная, с такими вкрапинами. И эти вкрапины – это ростки фасоли, которые отделились от фасолинки. И кожурка. Они до конца никогда не измельчаются. Именно поэтому нужно просеивать и протирать фасоль уже вот в таком жидком, прорубленном, измельченном состоянии. Следующий этап – это у нас процеживание. Вот наша такая пюрешка из фасоли. Мы выкладываем в сито. Сито совершенно обычное, стандартное. Если у вас есть сито с более мелкой сеточкой, пожалуйста, используйте, это будет только в плюс. Вам придется, например, просеять не 3 раза, а 1 или 2, вот, смотря на то, какого калибра ситечка. Так, теперь мы мягкими движениями. Я не прижимаю сейчас донышко половника к сетке, не прижимаю. Именно по верхушке мы двигаемся. Мы двигаемся по верхушке. Таким мягким способом самые мелкие частички проходят сквозь сито, а самые крупные останутся. Вот, смотрите, да, у нас остается такая густая жидкость. Очень много частиц остается. Сильно не прижимайте. Если мы начнем прижимать, то мы часть вот этих вот толстых частиц крупных мы все-таки продавим сквозь сито, и они у нас падут в мелкие частички. Вот не стоит. Сейчас нам главное максимально из них вытереть. Да, не выдавить, а именно вытереть все мелкие частички. Здесь, видите, уже остается, она хоть и мягкая, эта масса,
но сильнее ее придавливать уже не стоит. Мы вытираем половник, забираем всю вот эту массу из нашего сита и удаляем. То есть это все уже нам не пригодится, это в мусорку. Или если вы сторонник здорового питания, это прекрасно можно из этого, может, котлетки сделать или еще что-нибудь вкусное. То, что жидкость мы, которую слили, это тоже можно пустить в еду, это прекрасный овощной бульон. То есть здесь вообще безотходное производство. Это кроме того, что это бульон, это еще и аквафаба, да, особенно первую, которую мы сливали. Так что дальше можно использовать с фантазией и с пользой для здоровья. Все, вот эту часть мы убираем и так действуем дальше. Так, ну что, мы с вами сделали первое просеивание, протирание сделали первое. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Значит, мы видим, что пюре стало мягче, здесь оно стало однородней, меньше крупинок стало, но от всех мы еще не избавились. Вы видели, что у меня даже за края, да, выпадала часть массы, когда я просеивала, протирала. Вот они, наши маленькие еще частички остались. В основном самые крупные частички, которые здесь есть, это именно ростки. Измельченные какие-то мельче, да, измельчились какие-то крупные, какие-то стали крупнее. Самые крупные остались у нас в этой массе. Все остальные нам придется убирать последующим протиранием. Мы еще будем протирать как минимум 2 раза. Посуда поменялась местами. Сначала мы отсюда сюда протирали, теперь отсюда сюда будем протирать. Действуем таким же способом. Мы берем, здесь можно по 2 брать. 2 или 3, то есть 3 это максимум. Действуем здесь также. Не нажимаем, да, у нас мягко, он у нас лежит на поверхности. Я здесь убрала уже половничек. Видите, вот они, крупные частички. Их много. Мы вытираем сито об край и идем мыть сито. И так делаем каждый раз после протирания. После каждых 2 или 3 половников мы идем мыть сито. Как мы моем сито? Сито мы разворачиваем, моем не сюда, поток у нас воды уходит, а вот сюда. Отсюда туда мы смываем все частички, так вымыть их гораздо легче. И стараемся, вот видите, у меня здесь частички застряли, это частичек, которые остались. После того, как мы его помыли, мы его переворачиваем снова вверх дном и выбиваем сито. Можно ложкой, можно какой-нибудь другим инструментом, либо рукой мы пробиваем, вот так, стряхиваем. Здесь стряхивается и вода, и мелкие вот такие вот частички, которые забились в сеточку. То есть вот так мы пробили сито. Оно у нас получается сухое, все, мы из него все лишнее вытряхнули и начинаем снова. У нас снова рокировка, поменяли все местами. Перед тем, как сюда протирать 3-й раз и последний нашу пасту, нашу фасоль, взвесьте миску, потому что мы потом поставим ее на весы, и вы уже будете знать, сколько у вас получилось фасолевой пасты. Здесь уже сложно действовать одним половником, поэтому мы себе немножко помогаем. Обратите внимание, я не втираю, я просто размазываю вот эту часть. Вижу в ней, да, много крупинок, поэтому стараюсь не прижимать, чтобы эти крупинки у нас не пролезли, не попали уже
в самые мелкие частички наши. Аккуратненько снимаю остатки и снова уношу мыть. Ну вот, мы с вами протерли 3 раза пасту. Можно даже 4-й, 5-й раз протереть. Чем больше раз вы протрете, тем меньше будет вот здесь вот таких вот крупинок. Тем будет паста нежнее, цветочек ровнее. Вот наша паста фасолевая, которую мы протерли с вами 3 раза. Можно еще разок даже по ней пройтись. Ну, мы уже здесь не будем, но вы знаете, да, что можно 4 и 5 раз протереть, лишь бы она была без крупинок, чтобы она была такая однородная, нежная. Здесь у нас сейчас много влаги. Если мы сюда добавим сахар, то она станет совсем жидкая, как водичка. Поэтому нам нужно ее сейчас пока без сахара выпарить. Мы берем толстостенную, либо это кастрюля толстостенная, либо сковорода. И обязательно, чтобы у нее была широкая площадь, чтобы жидкость выпаривалась быстрее. То есть если мы возьмем с узким дном кастрюльку, она будет выпариваться очень долго на жидкость. Нам нужна именно широкая площадь горячей поверхности. Все, мы выкладываем, ставим на средний огонь и не отходим, все время помешиваем, чтобы влага испарялась и не поджаривалась наша паста. А то у нас получится, конечно, очень вкусный, но блин. На среднесильном огне вся эта процедура происходила 10 минут. Вот я стояла, варила. Видите, вот эти ошметки, которые, это все загребайте, все это в массу. Даже не переживайте, мы все равно все это сейчас просеем еще раз через сито. Посмотрите, масса, когда она горячая, она жиже. То есть вот она остынет и будет еще плотнее. Она держится на лопатке. Просто держится на лопатке. Вот если ее не стряхивать, вот она хорошо держится на лопатке. Ну, достаточно. Так, теперь нам нужно все это просеять через сито в нашу стеклянную миску. Стеклянную миску взвесьте, вы будете знать вес. У меня миска весит килограмм 90 грамм. Я сейчас туда все это просею и буду знать вес пасты. Так, вот то, что мы с вами просушили, мы выкладываем частями в миску и протираем. Видите, протирать густую пасту сложнее, чем мягкую, поэтому мы всегда оставляем воду в пасте фасоли, то есть всю не выливаем, да, оставляем часть воды в фасоли и взбиваем блендером, измельчаем блендером. Именно потому, что нам нужно отделить вот эти мелкие частички. Если будет слишком густая паста, мы просто их не отделим. Вот, и, конечно же, если у вас есть еврейское сито, то вы изначально можете оставить намного меньше воды. Ой, смотрите, какая красота волосатая. Вот, и протереть один раз через вот это сито, и избавитесь от мельчайших даже комочков и вот этих вот росточков, и будет у вас совершенно идеальная паста. Но так как у многих из нас ее нет, нет этого сита, то мы пользуемся именно таким методом. Так что если где-то увидите еврейское сито, покупайте не раздумывая, штуки 3, потому что оно в процессе может порваться. Оно недорогое. Девочки видели в фикс-прайсе вот эти вот сито. Может, еще где-то найдете. Берите не раздумывая, классная вещь. По крайней мере, у вас не будет вот этой процедуры. Или она будет минимальная, да, то есть уже твердая паста будет. Вот, и не будет 3 протираний.
Перемешиваем нашу пасту. Вес миски у меня был килограмм 90 грамм, получилось 20,44. В общем, это где-то 960 грамм у меня пасты. 960 грамм. Сбрасываю. Так, сбрасываю весы. Теперь сюда нужно добавить половину сахара. 960 разделить пополам. 450 плюс 30. Это 480 грамм. Вот. Ну, мы добавим 450. Поменьше сахара, с учетом того, что здесь еще влага у нас, да, осталась в пасте. На что влияет сахар? Сахар влияет на темп засахаривания и на темп подсушивания. То есть мы сделали цветы заранее. Чем больше сахара в этой пасте, тем быстрее они высохнут. То есть тем плотнее они будут. Сахар схватывается, дает плотность тоже и текстуре. Паста будет чуть более плотная. Но на самом деле вы можете даже из несладкой пасты сделать цветы. Просто нужно ее хорошенько выпарить. Любой подсластитель, который вы сюда добавите, пойдет. Вы, например, добавили мед. Перемешали все это вместе, выпарили. Сейчас выпаривание мы с вами отдельно пройдем. Да? Вот именно густота самого пюре. То есть любая сладость, которая вам подходит, вы сюда добавляете. Ну, например, полностью для здорового питания, да, как сделать эту пасту. Вы сюда добавляете мед или какой-нибудь виноградный сахар, который тоже считается полезным. Или сироп стевии. То есть любую сладость. До момента, как вам нравится сладость. То есть вы либо сильно сладкий сделаете, либо менее сладкий. То есть уровень сладости вы можете регулировать сами. Дальше мы перемешиваем. То есть сюда мы сейчас, допустим, сейчас мы добавили сахара. Сейчас сахара много добавили, поэтому она у нас снова станет жидкая. Вы добавили сюда мед или сироп стевии, любой другой полезный сладкий продукт. Вы перемешали. В зависимости от того, сколько у вас здесь добавлено сладкой части, она станет либо более густая, либо более жидкая. И вот эту вот массу мы снова отправляем на выпаривание. Снова отправляем в нашу посуду. То есть это сковородка или с широким дном кастрюля, с широкой поверхностью. И будем снова выпаривать. Так, выкладываем нашу пасту. Начинаем выпаривать. Выпаривание без сахара. На выпаривание без сахара у нас ушло с вами 10 минут примерно. Сейчас посмотрим, сколько здесь у нас времени уйдет. Прошло 10 минут. Мы увариваем с вами нашу пасту, выпариваем, увариваем. Посмотрите, обратите внимание на цвет. Паста стала более темной. Не пугайтесь. После того, как она остынет и мы выпарим лишнюю жидкость, она снова посветлеет. Через 10 минут паста уже более-менее густая. Сейчас она начнет в течение 3 минут более активно уже твердеть. Мы будем вымешивать до тех пор, пока масса не станет совсем твердая. Нам нужно сделать ее максимально плотной. Потому что потом, если что, мы сможем ее разбавить, сделать более жидкой. А вот сделать ее потом более плотной, это уже затруднительно. Нужно снова выкладывать ее в вашу сковороду или в кастрюлю и снова выпаривать. Сейчас прошло 15 минут нашего активного выпаривания, уваривания. Вам паста сама подскажет, когда нужно закончить. Во-первых, она посветлела. Вот посмотрите, она стала более светлая. Во-вторых, она очень плотная. Мне уже прям тяжело ее вымешивать. И она не падает с лопатки сама по себе. Вот смотрите, я набираю лопатку. Много, да, беру.
То есть она сама по себе либо очень медленно сползает с лопатки. Если среднее количество, вот я взяла среднее количество, она либо очень медленно сползает с лопатки, либо вообще не падает. Мы уже здесь вы можете выпарить еще сильнее. Это уже ваше желание. Либо вы можете здесь уже закончить. Я обычно выпариваю до самого максимума, когда уже тяжело перемешивать. Потому что добавить жидкость намного проще, чем ее потом отсюда вытащить. Имеем в виду, что паста при остывании она становится более плотная. Некоторые цветы мы делаем из очень плотной пасты, а некоторые из более мягкой. Поэтому нам нужна плотная паста. И если мы захотим сделать цветок, ну, например, с хризантему, мы туда просто добавим жидкость. И она станет более мягкой, более податливой. Так, снова протираем массу, потому что у нас здесь поджарились, да, некоторые кусочки, вот такие вот, например, они попали в массу и потом могут у нас застрять в насадке. Поэтому в этом конечном результате обязательно нужно протереть. Вот мы с вами сделали пасту. Ее хватит на 2 торта, ее хватит точно, в зависимости от того, сколько цветов вы хотели бы положить. И она теперь остынет, и мы сможем ее подкрасить, сможем добавить туда еще глюкозку, можно чайную ложку на одну, ну то есть нам на вот эту порцию нам нужно 2 чайные ложки глюкозы добавить. Глюкоза немного разжижит консистенцию крема и будет лучше тянуться, будет меньше рваных краев. Вот, можно также делать, естественно, да, если это вегетарианский или ППшный рецепт, мы делаем без глюкозы. Какие-то цветочки будут, может быть, у некоторых рваные края или будет сложнее работать, но зато это будет чисто вегетарианские или ППшные цветы, ППшные украшения. Теперь мы добавляем глюкозу. Глюкозу мы добавляем 1 чайную ложку на исходные 500 грамм фасоли. Здесь у нас 2 пачки по 450 грамм, поэтому мы берем 2 чайные ложечки и добавляем нашу массу. Все подсластители, которые мы добавляем, я еще раз говорю, это все зависит от того, от ваших личных предпочтений. Про глюкозу я вам рассказала, да, какое действие она оказывает. Она помогает пасте быть более пластичной, меньше рваных краев. Но это, в принципе, в основном зависит от количества сладости, от количества сахара, от количества подсластителей, которые вы добавите в пасту. Здесь достаточно просто перемешать. Мы просто перемешаем нашу массу. Видите, она остыла, стала еще более плотной. Эти 2 чайные ложки глюкозы немного ее смягчат. Масса еще не холодная, теплая, но она уже готова к работе. Вообще, прежде чем что-то окрашивать, вы достали, например, пасту из холодильника, можно ее в микроволновке прогреть до комнатной температуры. Тогда вы почувствуете плотность текстуры. Потому что если холодная паста, она будет более плотная, чем, например, паста комнатной температуры. Когда вы ее окрасите, положите в пакет, она у вас будет течь.
например. Она будет более мягкой. И на цвете тоже это может сказаться. Поэтому, какая бы паста ни была, мы приводим ее в теплое состояние, в температура комнатной, пусть она будет. И уже дальше работаем. Ну вот, мы ее вымесили. Вот она какая она стала гладенькая, красивая, светлая. Берем часть пасты для окрашивания. Остальную пасту плотно закрываем. То есть нам нужно ее сначала выровнять, чтобы у нас воздух меньше соприкасался с пастой. И снова закрыть пленкой плотно. Можно сверху, можно вплотную к пасте. Как сделать пасту более мягкой? Вот мы взяли с вами пасту, она плотная. Мы, например, можем из нее сделать очень хорошие плотные цветы, но бывает такое, что мы даже выдавить ее не можем, настолько она плотная. Ее нужно немножко разбавить. Вы берете кипяченую воду комнатной температуры, добавляете сюда маленькую капельку. Для этого можно даже завести пипеточку какую-нибудь отдельную, чтобы не ошибиться. У меня пока такой нет, но я, наверное, обязательно приобрету. Потому что вот сейчас я воду перелила. Это много. Это прям много воды, поэтому часть воды я солью. Это прям буквально где-то 1/4 чайной ложечки, может быть, даже меньше. И вы замешиваете. И паста становится мягче. Смотрите, не увлекайтесь, потому что из более мягкой пасты у вас не получатся сложные элементы. Например, серединка цветка, она может отечь. То есть лепестки потекут, сольются и не будет четкости в лепестках, которые плотно друг к другу прижаты. Или, например, серединку для розы Остина, крестообразную или круглую, тоже очень сложно сделать, когда паста мягкая. У вас выдавливается пасты больше, чем нужно. В чем еще, как бы не то, чтобы даже она и отекает, и в то же время у вас через насадку выдавливается больше пасты мягкой. Мягкая паста выдавливается больше, чем плотная. Вот она насадка. То есть, когда наша паста мягкая, вот из этой широкой части у вас будет выдавливаться очень много крема. В то время, когда вы пытаетесь отсюда, да, с узкой части выдавить часть лепестка. То есть отсюда будет выходить мало, а отсюда много. И у вас получится лепесток такой, что здесь у вас более-менее тонко на цветке, а вот здесь вот такая большая часть крема. И у вас цветочек получится как ромовая баба, такая раздутая. Поэтому именно регулируйте плотность пасты, исходя из того, какой цветочек вам нужно сделать. Вот плотной пастой не сделать хризантему, потому что у нее не будут отрываться нормально краешки, они будут постоянно рваные. И чтобы сделать хризантему с более нежными краешками, нужно размягчить пасту, да, то есть разбавить ее немножко водичкой или разбавить ее немного глюкозой. Это тоже вариант. То есть вместо воды берете немного глюкозы, размешиваете, и ваша паста становится более мягкой, более податливая. Ну вот наша паста, которую мы с вами сделали. Посмотрите, она тянется, вытягивается, она такая вязкая. Эта паста считается по классическому рецепту. В ней на 950 грамм фасоли идет 450 грамм сахара. Значит, чем эта паста отличается от других паст, которые мы будем делать? Она, так скажем, жесткая. Вот если вы из нее начнете делать цветы, вы сразу почувствуете, как она тяжело выдавливается из пакета. Если ее разбавить немножко совсем водой, она будет легче выходить с пакета, но она немного теряет свою жесткость, ну, точнее не жесткость, а консистенцию. Она немножко начинает отекать. И если ее сильно разбавить водой, то она потеряет свою способность, и у вас цветы будут опадать. То есть лепесточек не будет держаться, и грань у него будет размываться. Чем хороша эта паста? Хороша она тем, что из нее можно сделать листики или лепесточки, или цветы
любые ваши варианты флористики, которые быстро засохнут. Вы делаете цветок, и буквально через 2 часа его уже можно взять в руки и делать с ним что угодно. То есть он уже практически не поддается никаким сминаниям. Через сутки он становится вот таким плотным. То есть он прям реально плотный. У него серединка там внутри еще мягкая, но снаружи лепестки, они уже засохли. И видите, какой достаточно ровный край. Еще что им очень классно делать? Листики. Вы сделали листики, но бумагу перед тем, как вы делаете листики, нужно смазать очень тонким слоем растительного масла. Тогда вы легко снимете лепесточки, буквально через полчасика их сможете уже держать в руках. Вот посмотрите, какие листики, им уже 4 часа, они достаточно, то есть они могут, их можно сжать, согнуть, через сутки они станут совсем плотными, и их можно использовать на вертикальных каких-то поверхностях для поддержки, собирать из таких листиков целые композиции. То есть это все в помощь. Не мягкая листва, да, а уже жесткая листва. Чтобы не это получается у вас как жидкая мастика. Вот такие вот лепесточки дополнительно делать, потому что некоторые цветы сложные требуют вот таких вот дополнительных лепестков, чтобы они были еще эффектнее, еще красивее. Или еще варианты, вы делаете вот такие вот листики, только более гладкие, собираете из них цветок уже прямо на торте. То есть это примерно выглядит вот так, образно, да, у вас масса отсажена, вот здесь настолько плотная паста, что из нее можно скатать шарик. И, кстати, вот этот элемент тоже используется. Вы окрашиваете в какой-нибудь, ну, например, приятно розовый зеленый цвет, делаете маленькие яблочки. То есть уже, видите, как она форму держит, и укладываете на торт, тоже в качестве декора. Так, вот он наш. И собирается уже прямо на торте, можно собрать цветок. То есть видите, как чем эффектно они торчат в разные стороны, не сливаются, не стекаются. И можно собрать причудливые формы цветы, которые будут отличаться от других цветов, которые вы сделали, именно своими четкими контурами. Здесь, естественно, вы заполняете серединку. Основу вы делаете более подходящего цвета для этого цветка. И у вас получается вау-эффект на торте. Вот, да, мы еще добавляем тут зелень. Вот так работает вот эта паста. Именно этим она хороша и ценна. Из нее, естественно, вы можете сделать цветы и пользоваться ими для поддержки других мягких цветов, особенно если это вертикальные. Ну вот, например, вы закрепляете вот этот цветок на шпажку или на любой другой, чем вы пользуетесь именно для закрепления на торте. На вертикальной стенке вы укладываете эти цветы, они у вас уже никуда не денутся. И они будут основой поддержки для мягких цветов. Потому что мягкие цветы на вертикаль мы уложить не можем, потому что они либо съедут у нас под тяжестью других цветов, либо стекут. Поэтому это тоже очень ценный такой секрет. Его нужно испытать много тортов, чтобы это узнать. Пользуйтесь им. Эту пасту вы можете варьировать. То есть добавить больше сахара, у вас получится вот такая жесткая паста с таким вот эффектом. Или делайте уже более мягкую из основы пасту и делайте остальные цветы. А сейчас мы с вами будем делать так называемую мягкую пасту. Мы достали основу, которую мы сделали. Здесь нет сахара. Это вот фасоль, которую мы выпарили. Она стала плотной. Я разморозила вот этот кусочек, уже упаковала вот в такой вот кусочек, да, полиэтилена, чтобы было удобно. Лучше всего замораживать в плоских таких вот брикетиках. То есть не скамкивайте комком, потому что это все будет долго размораживаться. А укладывайте в пакетик, ну, например, по 500 грамм. Вы будете знать, что у вас по 500 грамм уже уложено. И вот в таком положении. Такой плоский кирпичик очень быстро, хорошо разморозится. И здесь, конечно же, делаете надпись, какого числа это все сделано. И храните. Естественно, замораживать можно
и с сахаром пасту, и без сахара паста. Она очень хорошо, прекрасно хранится в морозилке. До полугода вы можете спокойно хранить и запасаться ими, доставать более старую, да, пасту, а новую укладывать. Мягкая паста отличается тем, что цветы сохнут медленнее. И они долго сохраняют свою нежность. Подсыхают они, конечно же, с краев, начиная, да, если даже подсыхают. И чем меньше сахара в пасте, тем более, так скажем, тем менее она вязкая. То есть вот посмотрите, краешек, соответственно, иногда становится таким, подрывается немножко ломким. Вот у меня есть для примера. Вот эти цветы сделаны вчера, они постояли в холодильнике. Была очень тонкая насадка, и лепесточки с краю подсохли и еще больше потрескались. Но на тортах это смотрится хорошо, красиво. Поэтому здесь практически вообще нет сахара. Здесь примерно 40 грамм на 900 грамм, 40 грамм сахара на 900 грамм пасты. Я просто предполагаю, что есть девочки за здоровый образ жизни, которые вообще сахара не будут добавлять, может, какие-то небольшие добавки, такой доели чувствительные сладости. Поэтому у вас будут получаться мягкие цветы. Можно, чтобы избежать сильно рваных краев, нужно взять потолще насадку и работать спокойно. То есть, а вот этот цветочек сделан из жесткой пасты по основному рецепту, где много сахара. Видите, она более вязкая, у лепестки более плотные и практически не рвутся по краям. Но вот эту пасту очень легко выдавливать, эту тяжело выдавливать. В основном в работе используется средний вариант. То есть сейчас мы сделаем мягкий вариант, мы добавим от 50, мягкий вариант делается 50-100 грамм сахара на 900 грамм фасоли, фасолевой пасты, вот этой вот уже фасолевой пасты. Часто это и получается фасоль, то есть вы берете сухую фасоль 900 грамм, и после того, как вы сварили, выпарили, и у вас вот эта масса получается примерно столько же, сколько вы взяли фасоли. Мы отбрасываем лишние кожурки, но вода возмещает нам потери. Да, и получается вот этой фасоли примерно столько же, сколько было сухой. Если мы делаем порцию большую, то это где-то 950 грамм, 900-950 грамм. И на вот это количество фасоли 900-950 грамм уходит где-то от 50 до 100 грамм. Это минимальное количество сахара, которое не то чтобы можно добавить, но это как в мягкой пасте обычно присутствует вот от 50 до 100 грамм. Можно вообще ничего не добавлять. Вот, может, кому-то нравится соленая паста, например. Можно ее немножко подсолить. То есть это тоже даст более яркий вкус. Если хотите более свежий вкус, тогда лучше не солить, потому что соль – это усилитель вкуса, она усилит вкус пасты. А может быть, вам больше свежий нравится вкус, чем вкус фасоли. С медом очень хорошо добавлять мед. В любом случае, если вы не хотите добавлять глюкозу, добавьте мед. Ложечки тоже также достаточно, она даст более такую вязкую текстуру, чтобы не рвался краешек. Так, как мы добавляем сахар? Все делаем то же самое. Мы взвешиваем пасту. Взвешиваем пасту. Вы можете рассчитать количество сахара. Ну, нет у вас, например, 900 грамм, да? У вас получается пополам, вы добавляете либо 25-50 грамм сахара. Ну, как вот в нашем варианте получается 484 грамма. Я добавлю 45 грамм сахара. Глюкозу вы можете добавить сейчас, можете добавить после. Все зависит от того, насколько сильно вы хотите уварить. Обычно я увариваю до очень плотного состояния, глюкозу добавляю после, чтобы немножко ее разжижить. Вы можете и сейчас глюкозу добавить, а можете после добавить. Это не сыграет решающей роли на пасту.
на пасте. Ну вот, увариваем пасту ровно так же, как увариваем и по основному рецепту, там, где много сахара. Точно так же мы выдерживаем на огне. Она сначала станет более жидкой, потому что сахар расплавится, потом начнет собираться, будет становиться плотнее, плотнее, плотнее. И мы должны учитывать еще тот момент, что когда паста высыхает, она становится еще более плотнее, чем в горячем виде. Поэтому вы увариваете до состояния такого, чтобы она не сразу падала с лопатки, ну, чтобы она держалась, да, у нас на лопатке. Потому что разбавить водой до состояния более мягкого мы можем. А чтобы снова уварить, это нам нужно сделать снова те же мероприятия, да, со сковородой. То есть это все опять вытащить, уложить и снова уварить, это намного сложнее. Поэтому я обычно увариваю так, чтобы она не падала с лопатки, была более плотной, потому что водой я могу разбавить всегда. Все ставим, увариваем. И можно сразу начинать работать, даже пока она теплая. Ну вот, мы уварили нашу пасту. Посмотрите, она плотная получилась. Прям такая, не то, что не падает, она даже, я ее трясу, она не падает. Перед работой, если нужны какие-то мягкие элементы, ну, например, сделать хризантему, то по-любому вы разбавляете, потому что хризантемы, если делать на такой вот сильно упаренной пасте, у нее некрасиво отрываются вот эти лепесточки. Нужно помягче пасту сделать. А вот пионы, наоборот, они любят более плотную, более, я имею в виду, уваренную пасту. Это мягкая паста, просто она сама по себе уварена посильней. В работе обычно я использую среднюю пасту. То есть это либо вы смешиваете мягкую и плотную, либо изначально добавляете побольше сахара, вы уже варьируете сами. Я обычно добавляю где-то 150 грамм на 900 грамм пасты без сахара, которая на 900 грамм фасоли. 150 грамм, можно 200 добавить. То есть, соответственно, она будет более плотная и быстрее сохнуть. Если добавите меньше сахара, то она будет медленнее сохнуть и будет более мягкая. Ну, давайте сделаем по-быстренькому на скорую руку из этой пасты цветок. Ну вот, посмотрите, я на нее нажимаю. Она очень хорошо, легко выходит из пакета. Мне не нужно больших усилий прилагать к этому. То есть она такая вот мягкая. Стоит хорошо. Вот посмотрите, она держит, несмотря на то, что она в ней мало сахара, да, то есть она хорошо держит лепестки. Вот она у меня не стряхивается, я кручу, держится все. Вот, и сейчас я могу, и соседние не падают. Видите, тут по максимуму стараюсь это все завалить, не валится. Хорошо кладется волна, то есть он волнится, не стекается, то есть она не соединяется друг с другом. Видите, четкие переходы у нас. Четкие переходы, все хорошо это сохраняется. Длинный лепесток не рвется. Вот я его веду, все хорошо, не рвется, ложится, он не тяжелый. Сейчас посмотрим, как он на весу будет держать. Ну, даже такие лепестки уже более утонченные и держат. Видите, они как крылья бабочки, они легкие, держатся, и мелкие тоже.
Как сделать фасолевую пасту с медом? Также можно и мед использовать, и можно использовать и сгущенку, и еще какой-нибудь вкусный сиропчик, да, например, это будет сироп топинамбура или сироп какого-нибудь натурального подсластителя. Вы просто в пасту, которая без добавок, которую мы с вами высушили, да, сделали более густой, добавляем что-нибудь вкусненькое из жидких, то есть то, что не сахар, да. Добавляем, опять же, вы смотрите по сладости и по готовой уже консистенции пасты. Если вам нужна плотная паста, вы побольше добавляете подсластителей, если помягче паста, то поменьше. Размешиваем. Также она разжижается сразу от добавления жидкости, от добавления сахара. Она станет более мягкой в зависимости от того, как изначально, насколько у вас паста была высушена. Она размягчится в разной степени, то есть станет либо сильно жидкой, либо средней останется плотности. Вы на этом этапе можете определить, вот по консистенции подходит вам эта паста для того, чтобы начать делать цветы, или ее снова нужно подсушить, уплотнить. Если вы решаете, что вот данная консистенция, вы посмотрели, попробовали сделать цветок, он не плывет, то тогда можно делать уже, да, и не подсушивать. Но, как показывает практика, вот вы смотрите на сейчас паста, вот она достаточно средняя, да, то есть из нее можно цветы делать, она будет держать. Но если вы добавите большое количество красителей, например, вы решили делать яркие цветы, вам нужно больше красителей добавить, то паста от красителя тоже разжижится, да, и поплывет. Имейте это в виду. Если вы будете делать нежные цветы с небольшим количеством красителя, то тогда вы можете уже на этом этапе посмотреть консистенцию пасты. Я все-таки за то, чтобы делать в обоих случаях более высушенную пасту и уже потом добавлять жидкость какую-то. Опять же, вы можете слегка разжижить, добавить мед или сироп, или немного воды. Или у вас краситель будет разжижать, да, размягчать вот эту пасту для цветов. Главное, чтобы она не была слишком жидкая, потому что цветы будут плыть. То есть вы сделаете цветок, положите его, а потом не сможете даже его забрать с поверхности стола или подноса, чтобы перенести на торт, потому что цветок просто вот распадется, разъедется. Все, мы добавили мед. Я все-таки буду эту пасту еще высушивать, уваривать. Вот сейчас я ее немного совсем уварю, она снова станет плотной-плотной, и можно будет приступать к работе.